Baba, sen peki seviyor musun annemi? İşte bazen aşkın insan nereye götüreceği hiç belli olmuyor. Adam öldürüp hapse girmişsiniz. Ben sana iyi bir anne olamadım. Ama kimse sana el uzatamaz. Keser atarım. Yok. Yaklaşma! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Усилится ли близость между Джиханом и Алией, когда Денис начнет называть Джихана папой? Как Джихан ответит на вопрос «Денис, ты любишь мою маму?» Как он сотрудничает с Осканом Демиром и провоцирует Шахина? Почему Шахин и Кая совершают набег на дом Демира? Будет ли праведного восстания Зерин достаточно, чтобы оттолкнуть Шахина и Каю? Как Джихан накажет неподобающего человека, который плохо отзывается о матери Алии, пока Джихан и Аля находятся на улице? Что скажет Аля Джихану после того, как он себя там повел? Что сделает Джихан с этим грубияном после того, как Аля будет удалена из этой среды? Кого Фикри Ханем отсидела в тюрьме за убийство? По этой ли причине он отдал Алю Кэролин? Как отреагирует Аля, когда Фикри скажет ей, что никто не смеет поднять на нее руку и что она уничтожит ее? Неужели Аля узнала правду потому, что не смогла сдержать слез во время разговора с матерью Фикри? Расскажет ли Аля Джихану о разговоре между ней и ее матерью? Будет ли Шахин, устроивший хаос после развода Нари и Оскана, стрелять в Оскана? Выгонит ли миссис Садакат Нари из особняка и заставит ли ее вернуться домой? Покончит ли Нари с пистолетом в руке самоубийством, когда поймет, что Оскан не разведется с ней? Когда Денис начнет называть Джихана папой, это изменит мир не только Джихана, но и Алии. Это обращение будет способствовать установлению невидимой, но очень прочной связи между ними. Джихан будет тронут этими словами и почувствует, что его ответственность возросла еще больше. Когда Аля увидит глаза Джихана, полные слез, и как он с состраданием обнимает Денис, эта сцена запечатлеется в ее сердце. Искренние объятия Джихана с ребенком заставят ранее неопределенные чувства Алии к нему стать еще яснее. Теперь Аля начнет влюбляться в Джихана не только как в мужчину, но и как в мужчину, который проявляет отцовскую привязанность к своему сыну. Это позволит им казаться окружающим не только любовниками, но и членами семьи. Чувство Алии «я больше не одна» станет сильнее и заставит ее еще больше привязаться к Джихану. Денис спросила: «Ты любишь мою маму?» Этот вопрос застанет Джихана врасплох. Наступит несколько секунд тишины, потому что ответ на этот вопрос будет значить гораздо больше, чем вы думаете. Но Джихан посмотрит в глаза Денис и скажет ясно и решительно: «Да, я очень люблю тебя». Этот ответ дойдет не только до Денис, но и до Алии, которая молча слушает издалека. Сердце Алии трепещет, и время словно останавливается. Потому что впервые она станет свидетелем того, как мужчина обнимает ее так искренне и с такой любовью, несмотря на все, что ей пришлось пережить. Это признание изменит не только этот момент, но и надежду Али на жизнь. Оскан, чувствуя себя загнанным в угол, объединится с Демиром, чтобы спровоцировать Шахина. Несмотря на то, что, по всей видимости, они достигли соглашения, Оскан на самом деле будет осторожен в отношении Демира. Но Оскан, знающий чувствительное место Шахина, попытается заставить его совершить ошибку, снова разозлив его. Потому что Шахин прекрасно знает, что если он совершит ошибку, то навредит и Наре, и себе. В результате этих провокаций Шахин больше не может сопротивляться и вместе с Каей врывается в дом Демира. Потому что настоящая любовь Зерин, Кая, потеряет терпение, и Шахин захочет спасти свою сестру Зерин от этого принудительного брака. Даже тот факт, что Демир в прошлом женился на Зерин, чтобы защитить Шахина, не сможет предотвратить этот набег. Шахин и Кая теперь сделают все возможное, чтобы защитить свои права. Однако эта ситуация станет для Зерин огромным шоком. Потому что с одной стороны Кая – настоящая любовь, которую она носила в своем сердце долгие годы, а с другой – жертва, которую она принесла, чтобы защитить своего брата и мужа Демира.
Оправданный бунт Зелен может остановить Каю и Шахина, но ее эмоциональное опустошение будет огромным. Зелен неизбежно будет чувствовать себя одинокой и обремененной всем этим. Пока Джихан и Аля проводят время на улице, неподобающие слова мужчины в адрес Фикри и Ханем сводят Джихан с ума. В то время как сердце Алии уже обливалось кровью все эти годы, теперь, когда ее мать снова подвергается суду из-за ее прошлого, терпение Джихан подвергнется испытанию. Он немедленно заставит мужчину замолчать и при необходимости применит физическое воздействие. Потому что Джихан будет не только любовником Алии, но и защитником ее чести. Аля будет одновременно удивлена и глубоко тронута реакцией Джихана. «Если бы я не знал такого человека, как ты, никто бы не защищал меня так», — скажет он. Ее глаза наполнятся слезами, но на этот раз они будут наполнены не грустью, а радостью от того, что ее впервые кто-то обнимает. После того, как Аля будет удалена из окружения, Джихан больше не будет молчать, выступая против этого грубого человека. Он пойдет за ней и строго предупредит ее: «Если я еще раз услышу, как ты скажешь хоть слово об Алие или ее матери, этот город станет для тебя слишком тесным». Джихан сделает все возможное, чтобы Алие не пришлось бороться со своим прошлым. Причина, по которой Фикри и Ханем находятся в тюрьме, может заключаться в том, что ее заставили убить человека, которого она любила, или человека, который пытался причинить ей вред. Возможно, он стал причиной чьей-то смерти, чтобы тайна не была раскрыта. Эта ситуация заставит его отдать Алю Кэролайн. Она пожертвовала собой, чтобы защитить свою дочь, но это привело к тому, что на долгие годы между ними выросла стена. Фикри и Ханем сказала: «Никто не поднимет на тебя руку, я тебя погублю». Его слова будут самой резкой, но и самой искренней формой его любви к Алие. Аля не сможет сдержать слез от этих слов. Потому что впервые он поймет, что его мать действительно любит его и что за всем стоит причина. Плач Али в этой речи отразит не только боль прошлого, но и эмоциональную напряженность настоящего. Теперь он поймет, почему его мать должна была смотреть на него издалека, и обида, которую он носил в себе годами, сменится горько-сладкой любовью. Аля подробно расскажет Джихану об этом разговоре. Джихан терпеливо выслушает его и скажет: «Думай обо мне как о человеке, который может поплакать у тебя на плече, когда захочешь». Благодаря этому пониманию Аля будет связана с Джиханом еще более крепкими узами. Подстрекательство Шахина к беспорядкам после развода Нари и Оскана приведет к крупным событиям. Если Оскан усложнит развод, Шахин потеряет контроль и возьмется за оружие. Вероятность того, что он застрелит Оскана в порыве безумия, значительно возрастет. Только крик Нари или вмешательство Алии могут предотвратить эту катастрофу. После этих событий Садакат Ханем выгонит Нари из особняка. Он будет использовать всевозможное слово, чтобы снова унизить ее и заставить подчиниться, а затем вернуться домой. Нари достигнет критической точки после многих лет угнетения. Нари, держащая в руке пистолет, подумывает о самоубийстве, поскольку Оскан по-прежнему настаивает на том, что не разведется с ней. Но в этот момент Шахин или Аля снова прольют свет на его жизнь. Они скажут: «Такая прекрасная женщина не может погибнуть из-за такого мужчины». Может быть, Наре удастся преодолеть серьезную травму и снова встать на ноги. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.